Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня буду заниматься с фетром. Вот взяла кусочек, обвожу его мыльцем, потому что у меня мой портновский карандаш такой мелковый, он не рисует на фетре. Он цепляет его, корябает, а рисунка не оставляет. Ну и вот этой ручкой, которую я тоже использую, которая исчезает при нагревании, она темная, на темном тоже не получается нарисовать, чтобы было видно хоть что-то. И я тамбурными стежками вышиваю на этом кусочке фетра. Конечно, если бы можно было обвести карандашом на большом куске сразу фетра несколько кружочков сделать, а потом уже вышивать, видеть, где границы моего рисунка, да, кружочка этого, то было бы удобнее. Но так как мне получилось, что только мылом, а оно стряхивается очень быстро, то я решила вышивать, вот вырезать, а потом уже вышивать. Пробовала я по-разному и так, и сяк, но решила, что этот способ все-таки мне больше подходит. Ну и все, вот вышел цветочек тамбурными стежками. Нитки, если кто опять у меня спрашивают часто, любые нитки из мерсеризованного хлопка, которые любые вам подойдут для вышивания. И вот я бисеринки пришиваю в центр каждого цветочка, чтобы они были понаряднее немножечко. Вот. Можно было узелком французским сделать просто центр, но я решила заморочиться и бисер пришить. Для обратной стороны я выбрала, это у меня будут типа бусины, звенья, цепочки, браслета. Я делаю браслет. Вот. И для обратной стороны я выбрала вот такой вот фетр бордовый. На случай, если одно звено когда-нибудь в процессе носки или не одно перевернется, то бордовый цвет будет нормально сочетаться с этими цветочками, которые у меня. Узелок прячу. И обметочный шов, это я его называю, и вот этим вот швом я по краю соединяю две мои заготовочки маленькие, два моих кружочка. Я сильно прям не стараюсь, чтобы одинаковые были расстояния между стежками, но они как-то примерно одинаковые у меня получаются. И второй момент, я не затягиваю сильно каждый стежок. Делаю достаточно слабенькие такие вот, лишь бы все это держалось и выглядело нормально. Потому что я в центр своего вот этого кармашка вставляю еще монетку. Здесь у меня рублевая монетка. Обводила я 10-рублевую, а здесь рублевая. Она поменьше 10-рублевой, но так как у меня край получается, я соединяю вот этими стежками, то как раз там место остается только для рублевой. И если затягивать сильно, то и рублевую тоже трудно будет потом впихнуть. Поэтому делаю так, не очень сильно затяжку эту, стежка этого. Вот, все зашила, и теперь мне надо узелок спрятать. Видите, я прям вот узелок сделала и спрятала его внутрь моей заготовки с изнаночной стороны, чтобы ниточка не торчала. И таким образом вот делаю все свои эти бусины, так называемые, из фетра. Здесь, видите, узелок не завязываю, чтобы он у меня не торчал, а просто вот здесь вот с другого края противоположного делаю несколько стежков, чтобы это все дело закрепилось и нитка не выскальзывала. После этого провожу на встречную. И вот я не знаю, как этот узел называется. Меня мама в свое время учила делать петельки всякие, вот для шторок петельки, для одежды. Я 4 узелка всего делаю, и на 5-й вот его завершаю. Это соединение у меня между моими этими бусинами будет. Вот. И здесь тоже так же опять прихватываю, чтобы у меня это все закреплено было. И опять соединение между бусинами делаю. Тоже 4 узелка, на 5-й завершаю. И перехожу к следующей бусине. И таким образом соединяю все бусинки свои между собой. Когда я дохожу до последней самой бусины, у меня тут их всего 5. И если обратили внимание, они чередуются: посветлее сиреневый, потом более бордовый цвет ниток на вышивке. И в последней я делаю завязку. У меня здесь 45 узелков. Можно и 50 сделать подлиннее, но я подумала, что и 45 мне достаточно. И то же самое, мне нужно такую же завязку сделать с противоположной стороны. Я точно так же продеваю нитку. Узелок тут не завязываю, чтобы у меня он не торчал.
из моей бусины. И также вот закрепляю краешек и также делаю 45 узелков на последнем узелке. Заканчиваю его, чтобы он не распускался. Вот у меня получились завязки. Надеваю деревянные бусинки, завязываю узелок, чтобы они не соскакивали. И у меня вот уже похоже на браслет. То же самое делаю с другой стороны, противоположной. Бусинки можно любые, но я решила, что выберу деревянные. Причем у меня разных видов были, и кругленькие, но решила вот такие вот продолговатенькие сделать. Ну и вот получился браслет, но теперь надо как-то его завязывать не на узлы же, не на бантики. И я вот буду делать такое, кто занимался когда-нибудь макраме, сразу узнают. Это вот я лично эти узлы знаю из макраме. Сначала просто завязываю не туго, а потом вот так вот делаю петлю с двух сторон. В правую петлю продеваю под моими завязками, в левую петлю сверху моих завязок. И вот слегка затягиваю. И точно так же опять делаю в правую петлю под завязками, в левую петлю над завязками. И вот таким образом у меня получается вот такая вот не очень затянутое, такое соединение как бы между моими двумя концами браслета, завязками. Вот, для тех, кто сразу с первого раза, я еще поближе давайте покажу. Тут не сложно, но как бы должна быть сноровка какая-то, вот она приобретается только вот, мне кажется, когда уже несколько раз так сделал, потом уже начинаешь понимать. Вот нитка сверху у меня, левую нитку снизу подсовываю под мои завязки и верхнюю нитку в левую петлю сверху завязок. По-моему, понятно, я все показала. Мне, по крайней мере, понятно. Надеюсь, что и вам тоже понятно. Сильно не затягиваю я здесь. Я просто, чтобы вот они облегали мои вот эти два кончика, две завязочки. И когда заканчиваю, просто завязываю узелок, тоже сильно не затягиваю. Я завязываю на 3 узелка, потому что 2, они еще немножечко, ну, как бы тянутся, а уже 3, когда завязываю, я уже прям плотно так завязываю. И все, вот у меня завязки, которые можно двигать и которые при этом не выскочат из своего этого соединения. Все. И можно самой застегнуть этот браслет, никого не просить. Вот так вот затянул, и все, завязочки держат эти, и браслет нормально держится на руке. Конечно, я одним не ограничилась, потому что тут, конечно, фантазии можно много приложить и разного вида цветочки сделать. Видите, здесь я на черном фетре сделала, там у меня темно-синий. Еще я сделала, это я начинала на сером, и я делала разные рисуночки, но потом пришла к выводу, что в принципе можно делать одинаковые рисуночки, просто разного цвета. И тут еще тоже бисером побольше украсила. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.